Господа, знаете, говорят, что старый друг лучше новых двух. И это же самое можно сказать и про игры, ведь всегда лучше порубать уже заранее скачанные и сами известные нам викинги, чем сейчас искать на стороне какую-то новую игрушку и потом несколько дней разбираться, что там да к чему и вообще как играть. Vikings Wars of Clans — это популярная онлайн-стратегия, которая уже не первый год на слуху. В игре вам предоставляется редкая возможность играть с ярлами со всего мира, развивать навыки стратегического мышления и логику. Викинги не дадут вам заскучать, вас ждут разнообразные соревнования, развитая система рейтингов, увлекательные приключения и, самое главное, интересные задания. Кроме того, в игре есть огромнейший выбор воинов, для каждого из которых можно создавать оружие и снаряжение самостоятельно. Разработчики очень постарались, чтобы игра не оставила вас равнодушным. Ну а лично меня в Викингах привлекает, во-первых, это отличная графика, качественно прорисованные элементы, соответствующие духу игры, и самое главное, музыкальное сопровождение. Ведь, согласитесь, всегда приятнее играть под этнические звуки скандинавской флейты. Что скажете? Так что проходите в описание под этим видео, скачивайте викингов именно по моим ссылочкам, ведь ваши скачки помогают моему каналу развиваться быстрее. Ну и естественно, получайте от меня в подарок 200 голды и бесплатный щит. Погнали! Господа, здравствуйте! Многие из вас действительно, когда увидели эти истории в инстаграме, это видео, подумали, что... это видео на ютубе, где я рассказывал, что я ищу машину, они подумали, что это ради рекламы, они подумали, что я говорю это просто так. Однако это было на самом деле, господа. Более месяца мы искали, казалось бы, чрезвычайно распространенный автомобиль. Ведь если вбить сегодня в сайты по продаже бэушных автомобилей все это, то таких машин, по идее, должно быть пачками. Но нам уперлась именно эта заводская модификация. Мы искали именно 2329. Чрезвычайно редкая вещь, которых в Питере одна убитая, в Пскове одна убитая, в Москве 5 убитых и что-то одно живое. И наконец-то, спустя месяц, всеми правдами и неправдами, используя эвакуацию, куча людей, которые нам помогали, здесь, прямо передо мной, оказалась она, цельнометаллическая Нива пикап. Да, вот мой сосед один даже увидел эту тачку и такой, типа, а ты специально брал уже переделанную? То есть реально даже не все в курсе, что именно вот такая форма кузова могла в Ниве идти с завода. Там, конечно, существуют легенды по поводу того, что это не завод, это какое-то предприятие непосредственно при заводе это допиливало. Нам, собственно, все равно. Что мы на сегодня получаем? Мы получаем именно вот такую компоновку со всеми чистыми документами, а это очень важно, я объясню в конце почему, которую я смогу поставить на себя и сделать. Естественно, я смогу ее сделать. То есть это совершенно узаконенный индекс Нива или ВАЗ 2329 он называется. Представляет он из себя нечто подобие Нивы Крокодил, потому что у нас вот здесь классическая вставка, которую вы можете наблюдать на пятидверной Ниве, потому что это просто длинная Нива, а она будет именно с такой же вставкой, которая получена из-за того, что берется эта короткая Нива, распиливается, врезается сюда вот эти полметра, и Нива таким образом растягивается, получается задний ряд. Во-вторых, нам нужен был именно цельнометаллический пикап. Я знаю, что есть Нивы, у которых сзади кузов, которые прям как у УАЗ-профи вроде выглядят, тоже вроде пикап, там сзади тем более даже половина рамы, которая присоединена уже к кузову самой Нивы, которая была до того, как стала пикапом и так далее. Но хотелось именно вот такую штуку. Просто потому, что она офигенно нарядно выглядит. И, конечно же, мы искали их совсем не в таком цвете. Мы смотрели белые, какие-то баклажановые, синие, ну, какие там обычно бывают вот эти Нивы. Все-таки это машина, которая задумывалась как утилитарная. И спустя месяц совершенно случайно выпала за 250 тысяч по объяве 275 с торгом. Она досталась за 250. Вот такая Нива в Рапторе. Причем есть фотки этой Нивы, как она красилась, как она еще до Раптора. Более-менее понятно ее состояние. Мы уже проверили кромки капота, все живое, родное железо, пороги. Да, ржавчина, конечно, на месте. Это 2006 год. Нивы умирают очень быстро. Но нам был важен именно кузов. Как вы понимаете, в любом проекте, если вы хотите сделать крутую тачку, все начинается с силовой конструкции. И здесь она вроде как еще нормально. Понятно, что пороги и прочее нам придется усиливать, потому что все-таки здесь будет
V8. И, следовательно, часть из этого великолепия все равно придется немного срезать. Но, грубо говоря, доделать то, что мы убираем для технологических процессов, это уже одно, гораздо другое. Если бы она была просто другого цвета, нам нужно было бы ее перекрашивать, вносить изменения в ПТС, потому что, опять же, очень важны настоящие живые доки. Чтобы эта машина стояла на мне, и чтобы хотя бы цвет у нее совпадал с документами. Потому что эта машина, в конце концов, ребята, будет продана за уже известную цену. 1 миллион 300 тысяч рублей. Вы спросите, зачем платить такие огромные деньги за Ниву пикап, которая стоит 200? Все скоро будет ясно. Сами номера в наличии, кстати, не переживайте, это никакой не криминал, мы ничего ни от кого не скрываем. Дело в том, что машина приехала из Московской области. Как вы понимаете, обстановка такая, что сейчас, оказывается, половина Московской области ездит вот так, потому что в противном случае с каждой камеры прилетает штраф по 5000 рублей. Как мне объяснили, можно оформить пропуск, но он кому оформляется, кому нет, кому ехать сейчас и куда-то туда, куда его не оформить. Короче, как хорошо, что Москва не Россия, потому что мы можем спокойно эти номера повесить и ездить сейчас где угодно. Здесь все-таки еще демократия, пацаны. Огромное спасибо Александру Цареву, который ездил ее, собственно, принимал, платил за нее и грузил на эвакуатор, который там уже ближе к ночи, там к 5 утра, мне ее просто привез в деревню, я ее сгрузил, и это, наверное, первый вариант для меня онлайн покупки автомобиля, когда я просто увидел ее на сайте, позвонил знакомым, ее съездили, заплатили, отгрузили, мне купили, и мы сейчас с вами действительно разбираемся с тем, что же нам все-таки привезли. Это, конечно, прикол. Удивительное время живем. Хорошо, давай так. Ни понижайка, ничего ей не помогает. Что-то у нас еще и с мотором, похоже. Что-то еще и с мотором. Вообще тяги нет. Дави, не дави, а захлебывается. Да вроде и не троит, самое главное это. А вообще, да, может быть. Да, в натуре 3 котла осталось. Давай откатимся, посмотрим, что там. Ну все-таки прыжок. Зачем мучить-то? Короче, с Нивасиком все в порядке. Надо только понять, что именно в порядке. Зажигание или уже конкретно отъехал мотор. Это на месте, это на месте. Что-то откололо ему. Вот, прям хорошо. Фильтр воздухан даже оторвало, ёптель. И главное, есть диагностический разъем. Не знаю, насколько это работает в жигах. А, чек на постоянку загорелся, окей. Хорошо, чек на постоянку. Ну и все, он на постоянку и горит. А, причем то горит, то поморгает. Смотри, я уверен, что это же Нива. Есть любое решение любого вопроса. Окей, Google. Лада Нива, мигает чек. Хороший ответ с Нива клуба. Это необъяснимое явление, с этим многие сталкиваются. Но это в пол нажатое вот на понижайке. Очень ей печально, прям мотора нет совсем. Ска. В пол, снова в пол. Вот теперь, по-моему, точно цилиндр откололся. Нет, прыгает она офигенно. Это реально русский раптор. Она чисто для прыжков создана. У нее много проблем, конечно, мотор не вытягивает, база длинная. В данном моменте, видите, еще слишком большие колеса, им недостаточное количество лифта подвески сделано. Поэтому она постоянно упирается, передние колеса подклинивает в арку. Сейчас хоть нормально было-то в конце? Ну прям так, вау. А внутри тоже было неплохо. Позвоночник где-то сейчас уже в ботинках там. Короче, да, и самое главное, что при этом это просто пушечная внешка. Вот ты вот такой вот въехал на пляж.
Всем хана, все, ты посмотри, какой Нивас. Идеальный Нивас, то есть тот предыдущий собственник, кто его строил именно в таком конфиге, красавчик. Практически ничего лишнего, она уже полностью готова внешне. Там есть некоторые технические вот по этому заднему бамперу с таким свесом. Видимо, предполагался здесь фаркоп установленный, что, соответственно, он так очень низко, поэтому это всегда чиркает. И вообще, может быть, я жопу в целом бы сделал чуть короче, потому что, ну, вот такой вынос, он на самом деле ни в какой логике внедорожной не нужен. Но дуга, цвет, фендера, ничего лишнего, просто чистенькая, выкрашенная Нива. Причем она уже покрашена Раптором. Русский Раптор уже в Рапторе. А дальше все очень просто. Мы делаем конфиг копейки. В общем, по факту события начали развиваться после выхода копейки Minion 2, для которой мы строили для Offroad SPB в нашем ателье Real Russian Custom. Значит, в чем прикол? Все, кто в эту копейку сели, все, кто в ней проехались, сразу захотели себе такой же конфиг. Эта машина едет просто бешено, ощущается, дарит кучу эмоций. И вообще, эта тема на самом деле нормальная. Я тоже подумал себе собрать вторую копейку. Вадим тоже думал себе, может быть, такую копейку вторую собрать, сразу накупить кучу там двоек, четверок, шестерок, троек, короче, купить просто все и понасобирать таких конфигов. Конфиг очень простой. Это третий УЗ, патруль мосты, патруль раздатка. Едем. Все, два моста неразрезных, соответственно, с блокировками. Все это должно дико рулиться. Казалось бы, все идеально, но строить столько раз одни и те же проекты смысла никакого нет. Далее Александр Павлов, Саня с Offroad SPB, который все прекрасно знаете, который божит на Нивах, божит на УАЗике, на чем угодно. Он божит, только туда его посади. Он такой подумал, я буду строить себе длинную Ниву. И я такой подумал, да, точно, вот эту машину построю себе я. Так что эту идею я, честно, можно сказать, у пацанов украл, стырил. И пацаны в тот момент и подумали, а если ты строишь типа свою Ниву длинную, раз уж мы это хотели, а ты идею украл, мы купим Бентли. Ссылочка на канал Offroad SPB, естественно, будет в описании, потому что они сейчас строят Бентли под что-то. Я не могу рассказывать все вперед, но так, действительно, под что же может строить Бентли канал Offroad SPB? Наверное, под кольцо, да? Да, точно, это будет кольцевая Бентли, наверняка. Но все подробности уже у них на канале, тем не менее, они ее купили. А я увидел в длинной Ниве именно этот вариант. Длинная Нива пикап 23-29, потому что традиционное расположение УЗ-то здесь не подразумевает, что сюда влезает что-то еще. Радиаторы, охлаждение, все остальное сюда уже просто не влезает. Здесь будет стоять только УЗ. Но в нашем случае, поскольку пикап, радик выносится сюда, в багажник. И все сложилось. Продувка есть, компоновка есть, сам по себе багажник еще для скарба есть и так далее. Потом база, она должна быть длинная. Дело в том, что встает УЗ с обычной коробкой заднеприводной, которая сзади через переходную плиту или через кардан встает еще раздатка. То есть УЗ сам по себе огромный, он заканчивается практически здесь. У него длиннющий карабас, который вот здесь, еще немножко раздатка, а мост-то уже все. Если бы эта Нива была короткая, мост был бы здесь. Уже физически сюда вся эта конструкция не влезает, поэтому и нужна была именно длинная Нива, чтобы в эту базу просто влезли все необходимые новые огромные держащие потроха. Соответственно, у нас еще дальше получается как раз место под карданчик, чтобы нормальный кардан был для нормального хода. И далее у нас хоть на А-образном рычаге, хоть на клюшках, неважно, уже идет задний мост с какими-то хорошими ходами. В итоге мы получаем нереальное валево на V8 300 сил на супер держащих мостах. Опять же, не нужны супер большие колеса, просто 37-е. Это получится тачка, которая может комфортно ездить вне бездорожья и по самому бездорожью также, только ходами. Хотите, ставьте трактора, хотите багера, хотите те же самые триподоры, как у меня на Вренглере, и дубасти. И у нас при этом уже готовая внешка. Но это же просто идеально. И при этом еще у вас есть сзади какие-то два аварийные посадочные места. То есть там можно туда залезть, туда посадить каких-то людей, или там разместить опять же в базе лебедь, там разместить компрессор и так далее. Все это то, что нужно. То есть это все-таки еще остается какое-то убежище для
для команды, если вдруг пошел дождь или совсем на оффроуде как-то развиваются плохо события. Идеально, казалось бы, эта Нива подходит под это, просто топчик. Само собой, что от Нивы у нас в итоге останется, скорее всего, только кузов и салон. Потому что вся подвеска на выкид, кузов усиливать, пороги резать. Поэтому я вам вначале и говорил, что ничего страшного, что под порогами ржавчина, потому что это все равно все, скорее всего, усиливать, туда внедрять и так далее. И все-таки я бы вот так бы я сделал задний свес. Вот прямо чуть-чуть бы. Но, короче, через это мы получаем сумасшедшую производительность, эффективность на бездорожье, практически полное отсутствие свесов, никаких проблем с охлаждениями, еще багажный отсек, чтобы сюда какое-то скидывать свое барахло, на оффроуде быстро там трасса, шаклы и так далее. Все, и пушечная внешка. Русский Раптор сложился, господа, причем 300 сил на такой вес, а вес тут будет типа тонна 600, тонна 700, может быть даже что-то ближе к 1,5, а она будет валить 6,5 секунд до 100. Это будет реально очень быстрая, очень мощная машина, которой в большинстве случаев на оффроуде понижайка даже не нужна. Господа, добро пожаловать! Это первая серия, которую я решил назвать «Русский Раптор», потому что в конце мы эту машину все-таки сравним с Раптором. Я очень много смотрел на Ford Raptor в процессе наших экспериментов со столбом, ведь там именно тоже мужчина Александр на новом Рапторе все это делает. И в принципе идея такая же, я не удивлюсь, если мы в конце поставим их рядом, и эта штука будет ехать первый корпус также, просто потому что она легче. Дальше, конечно, понятно, он там продавит, там все-таки сил-то немерено, не как у нас будет 280, но это будет дико интересно, и по своим ощущениям, и, по крайней мере, по назначению, это будет реально русский Раптор. И самое главное, в конце его можно будет купить за 1 300 000 рублей. Хотя себестоимость этого проекта мне видится 1,8-2. Вы спросите, где бизнес? А его нет, я же блогер. Спасибо вам, господа, что смотрели это видео. Огромной вам всем удачи. Первая серия уже не за горами, потому что УЗ проехал, а патруль мосты мы найдем очень скоро. Пока.